Please ensure that all cleaning devices are to the point model switched off. No seatbelts are fastened, your seat now practice, everyday most off. Thank you. Ух, ничего себе. Тут даже выше колена снега. Всем привет! Меня зовут Алина. Я нахожусь в Ленинградской области. Мы идем до озера Истребиное. Я сегодня не одна. Подписчик меня пригласил в гости в поход сходить. Мы уже до этого ходили в поход. Тоже здесь. Ну, то есть в эту поездку. Но я не снимала и пожалела. Я вообще не планировала снимать походы здесь. Но маршруты интересные. Снежные. Как раз ударили морозы сильные. И этот поход я решила попробовать снимать. Сегодня немножко потеплело, но все равно мороз. Мы хотели вообще с ночевкой пойти. Но из-за того, что морозы, мы решили маленько поменять и просто походить без ночевок. Ну, в несколько походов. Оп! Капец снега. Что там, кто-то есть? Там пучей. А, я думаю, животное. Вот мой напарник-то сегодня. Нет. Его зовут Баир. Ощущение, что его это как бы почистили, а нет. Здесь может быть. Уйду сейчас. Да, здесь может быть яма. Подождите, тут так красиво. О, блин. Ничего себе. Снежные такие ветки. Такая красота. В снежную сказку попала. Я приехала вроде бы из Сибири, и такое ощущение, что в Сибирь. Обратно. Класс. Баир, как истинный мужчина, решил тропить первый. Превозмогать по полной. А я иду за ним. Надеюсь, нам не весь маршрут придется тропить. Мы сначала по рельсам шли. Там еще туда-сюда было. А сейчас-то вообще капец. Заброска. А? Заброска. Заброшка. Ну, какой-то забор тут обходим.
Я думаю, нам туда. Нам туда будем выживать? Да. Вот так здесь непроходимо. Тут какая-то заброшка есть. Все, мы пришли. Это какая-то каморка. Это для сторожей. Сторожка. Ну, вот интересно, как тут вообще что-то сторожить и посидеть. Нам надо выходить на дорогу. Это мы за эту заброшку зашли. И тут вот так вот примерно тропить приходится. Красиво, конечно, столько снега много вообще. Прям как реально у нас в Сибири. Кто-то тут ходил, то ли животное, то ли человек. Мы идем по этим ну, типа следу. Поэтому должны скоро на дорогу выйти, на грунтовую. А, вот, все, я уже вижу дорогу. Надеюсь, там сейчас проще будет идти. Баир тут решил карьер посмотреть. Там он есть. Забрались тут. Я еще не добралась. Повыше. Что, дальше не стоит идти. Обрыв. Ну, тут не так уж и страшно. Ну, ничего такого особенного. Ну да. Может, летом здесь и интересно. Где-то видно вот эти вот углубления какие-то. Ну да, я поняла. Спиралью. Спирали эти. Да. Ну, на рукотворное неинтересно смотреть. Не будем. Дальше пойдем. Опа. Вот это типа тропа. Нам туда. Сейчас мы тут будем утопать по бедра в снегу. Короче, она не натоптана, никто не ходил. Кто-то ходил давно, но ее замело. Короче, поплыли. Я хотела это сделать. Плывем. Вот так вот мы сейчас будем тропить. Снега, ну ладно, по колено, хоть не, ну где-то вот по бедра. Сейчас мы с Баиром поменялись. Он первый пошел. Купается в снегу. Чувствую, веселый нас поход ждет. И мы сегодня, скорее всего, не дойдем до намеченной точки. Мы думали, тут тропа будет натоптана. Ну, потому что здесь тропа, люди ходят как бы. Она вообще закрыта. Мы думали, ее открыли. Оказывается, нет. Поэтому следов нет. И нам так придется тропить. А километраж в одну сторону 10 километров. А если тропить в одну сторону 10 километров и обратно столько же, мы просто не успеем на электричку. Поэтому решили идти, сколько пройдем. Вот, и потом назад. Тропа Хошимина. Так, вот сейчас Баир расскажет, почему она так называется. Да. Тропа Хошимина. Хошимин, в принципе, это был предводитель партизан в Вьетнаме, Лаосе. И во время войны
они сделали сеть троп, таких партизанских, для войны с американцами. И вот раньше здесь была пограничная зона, и пограничники не пускали туристов простых. Останавливали и возвращали их обратно. И чтобы попасть на Ястребины и на скалы, скала Парнас, самая высокая в Ленинградской области, 52 метра она. Скалолазы, туристы, походники пробирались разными тропами, тоже как партизаны. И поэтому, когда вот эта тропа все-таки образовалась, официальная тропа, ее назвали в честь Хо Ши Мина. То есть партизанская тропа такая. Вот такие дела. Так что туристы и альпинисты, скалолазы во все времена пройдут везде. Можно, нельзя, все равно. Туризм всегда процветал. Всегда найдет себе дорогу. Да, да. Туристы, походники, там, скалолазы, альпинисты. Сейчас мы будем свою тропу пройти. Да, сейчас мы будем тут... О, ничего, я сразу пою. Так, лучше туда не идти, здесь яма, наверное, какая-нибудь. да, я провалилась. Зато, мне кажется, тут так красиво будет. Людей, представляете, давно не было и не будет. Вряд ли будет кто-то. Одни мы такие поперлись. Все заснежено, столько снега много. До февраля точно здесь никого не будет, кроме нас. Да, вот Баир говорит, до февраля точно никого не будет. Вот так вот мы пошли. Алина все хотела по Дичее, маршрут по Дичее. Баира трясла чуть ли вот так вот. По Дичее мне, вот он повел. Но мы думали, реально тропа открыта, а оказывается нет. Будем превозмогать по красоте. Может, животных удастся увидеть. Мы там видели следы лосей. Свежие прям. Вон вокруг какая сказка. Короче, тут ручей, но надо перейти, из-за снега не видно, мы там провалимся или нет. Сейчас будем рисковать идти. Надо его перейти, да он небольшой так-то, просто ноги неохота намочить. Там такая сказка. Нормально все. Ох, чувствую, сегодня весело будет. А я еще не хотела снимать такую красоту-то. Реально сказка, сказка зимняя. Вот. Что интересно, сюда что ли идти? Ботинок застрял. Вот, надо вот так идти. Ладно. Так интересно в новые места приходить. О, и что тут? Хо Ши Мина. Склад ботинок. Туристы делятся обувью. Ну, вдруг мало ли кто в речке свою оставил. Речку прошли. Вот, пожалуйста. Можно взять. Любой размер, любой фасон. Да. Очень И весело. сланцы, и ботинки, и кроссовки. Еще так снежком их присыпало. Угу. Чуть мимо не прошли их, да? Ага. Я вот это место хотел показать. Где-то табличку даже содрали. Здесь в Питере есть улица Хо Ши Мина. И вот в 80-х или в 70-х эту табличку сняли с какого-то дома и повесили ее здесь. Она еще с прошлого века здесь висит. Очуметь. Только какой дом, жаль, не написано. Можно было бы узнать даже, Да. кто это там, какой жилец содрал выбор. Какого дома сняли.
Интересно, куда мы уйдем сегодня? Насколько далеко? О, вот это вот явно лось пробегал. Следы. Ну, либо морал. Но мне кажется, лось, потому что следы прям крупные. Плохо видно, снег, пухляк. Из-за этого непонятно. Снега сколько. Я сибирячка и то удивляюсь, сколько тут снега. След лося, вот. Блин, я его присыпала немножко снегом. Вот так вот он бежал. И потом тропил нам путь. А, нет, он вот сюда зачем-то заходил. Ветки можешь пожевать. Все, тут следы его пропали уже. Круто! Зато расчищен путь. Прям как у нас реально в тайге. Красота какая. Мы как в сказку про Морозко попали, как будто бы. Мне даже нравится немножко попревозмогать. Я схожу с троп и захожу в снег. Потому что классно по такому идти. Снег такой пухляк. И идется нормально, легко. И вот под деревьями проходишь. Снег сыпется. Где-то шапки такие огромные. Вообще классно. Ноги путаются, все нормально. Класс. Жаль, штатив я не взяла. Еще думала брать, не брать. Не взяла штатив, тогда со стороны нас поснимать, как мы по такой красоте вдвоем идем. О, какой тут красивый этот заснеженный. Дерево большое в снегу. О, а тут, кстати, раздваивается путь. Я думаю, нам туда, наверное. Хотя нет, скорее всего, нам сюда. Здесь ручей может быть как раз. Может быть. Классный маршрут, мне очень нравится. Жаль, без ночевки. Огромная такая шапка снега. Прям мега огромная. На пеньке. Такой лес классный. Лес такой смешанный. Березы много. А туда.
Всем привет! А, мне за шиворот насыпался снег. Все. До свидули. Класс. Классный поход. Все, идем дальше. Ничего себе, тушь! Класс! Да, тут еще круче посыпало, чем там. Нифига себе. Блин, сильно пухлый снег. Это нос такой. Похоже на кого-то. Непонятно, короче, кто это. Ну, кто-то получился. Идем дальше. Сегодня мы мало, наверное, пройдем, потому что у нас по времени не получается. Так. Мы-то рассчитывали с ночевкой сначала. Мы бы дошли до озера Истребинное, и там бы встали на ночь. Но из-за морозов, морозы нам помешали. И мы решили просто пойти на день. Думали, сегодня получится добежать, но я уже рассказывала, короче, до озера. Из-за того, что тропим, добежать до конца не получится. В общем, мы идем столько, сколько пройдем. По времени смотрим. Вот, когда нам надо будет назад повернуть, мы просто повернем. Мы, то есть, до озера не дойдем сегодня, к сожалению. Но тут такой красивый лес, столько снега, много-много лосиных следов, что нам и так все нравится. Просто такой прогулочный классный поход в зимние сказки. Такой поход тоже интересен. Прям очень классно. Очень красивый лес. Ну а на озеро Истребинное когда-нибудь я еще попаду, надеюсь. Вон что-то надо мной. Тут такая толстенная береза упала. На нее еще снега столько навалило. И она упала вот на такую тоненькую березку. И она ее еле-еле держит. По ней проходить опасно 100%. Ну и когда-нибудь эта березка явно сломается, потому что она вот здесь очень сильно загнулась. Жалко, как она выдерживает такой вес. И вон то еще старое дерево упало сверху тоже. Все на одну березку. Жалко, молоденькая березка тоже погибнет 100%. Ну а нам сейчас главное здесь быстро пробежать, потому что такой вес держит, может в любой момент упасть. Оп. Маршрут хоть и не сложный для меня, но очень интересно. Ну и маленько тут приходится местами превозмогать. Там, где снега прям чуть ли не по бедра,
Мы же тропим маршрут. Вот. А после нас уже кто-то может спокойно идти по этому маршруту. Ну, мы, конечно, не до конца протропим, потому что времени мало. Ай-яй-яй. Снег в лицо. Такие дела. Вот сколько снега. Так прям ветки сильно засыпало такими шапками. И я думала, ну, тропа идет здесь. Я думала, сейчас сюда придется тропить. Уже обрадовалась раньше времени. А нет, тропа вот сюда сворачивает. Тут попроще. Нет, тропа все-таки там. Надо было вот здесь обходить. Мы вышли к какой-то скалке небольшой. Больше такой камень, чем скалка. Но вообще альпинисты нашли бы ему применение, я думаю. Может, даже тут хитрушки какие-нибудь есть. Сюда же скалолазы ходят. Интересно, такое среди леса. Тут вот такие красивые сосулины. И вот такие вот кристаллики. Классные. Такая красотень. Как перышки такие. Видимо, до этого была оттепель, а сейчас морозы ударили. И вот так вот все застыло красиво. Ой, небо сегодня такое классное, голубое. Здорово. Я, короче, в Питер привезла морозы из Сибири. Реально, я приехала, и тут морозы ударили. Мы думали, походим нормально в походы с ночевками. Вообще в Карелию сначала собирались. Хотели поехать в Карелию, там на ночь надо. Ну, морозы ударили резко, и у нас все планы сбились из-за этого, потому что выживать в морозы, это мы были не готовы. Хотя готовились немного. Я прям сильно хотела с ночевкой пойти. Но в другой раз. Такой маршрут тоже, в принципе, интересен. На день погулять. Мы-то уже не первый день гуляем, просто я снимаю именно сегодня. Небольшую, может, вставку сделаю, где мы до этого гуляли. Я там речку переходила и могу немножко вставить. Ну, фотографии, может, повставляю в конце или сейчас, не знаю. Ну, с прошлого похода там тоже очень красиво было. Но маршрут был более популярен, хотя никого нам не встречалось, кроме одного фотографа на всем маршруте. Просто мороз ужасный стоял, прям жесть такой. Что-то под 30 градусов, и мы такие смелые. 30, а ощущения были еще ниже, по ощущениям, потому что влажность высокая, ощущения другие совсем. Вот, и прям мороз стоял конкретно. И мы такие в мороз гуляли по этому лесу. Вот, сегодня немножко потеплее, но все равно ночью обещают что-то, по-моему, минус 25-26, а по ощущениям будет все минус 30. Поэтому мы решили, короче, свое здоровье поберечь, с ночевкой не идти, к сожалению.
Все на протяжении всего маршрута очень много лосиных следов. И они такое ощущение, что они свежие. Прям вот. Вот он бежал лось. И вот он здесь, видимо, лакомился. Стрёс снег. Вот он такой высокий. Ветки щипал. Видно, что они все вот обкусанные по краям. Верхние Ну, ветки да, они обглоены. везде, они все вот Я обглоданные. Вот представляю, тут какой тоже. лосяра. Ну, да, Ну, досталось метра два. его до сюда. Ну, Видно, метра что он два. тут вот топтался. Огромный лось. Хотелось бы увидеть, конечно. Ну, вряд ли. Лось нас намного раньше слышит, чем мы его. Да, конечно, гул с карьера нарушает эту тишину. Но все равно очень красиво. Это не мешает наслаждаться природой. Тут же карьер, вот мы там проходили, не очень далеко, несколько километров. Ну и там работы идут, и слышно, некоторые звуки слышно здесь, к сожалению. Я сейчас вот идем, я Баиру говорю, здорово бы было с гамаком здесь переночевать. Вот в такое время гамак это самое то. Кто бы там что ни говорил, как бы не хаял гамаки. Именно туристический гамак, который у меня, он реально вот в такую погоду выручает. То есть палатку на снег бы пришлось ставить. Снега вообще очень много. Вот, а гамак повесил, виси себе. Пенку подложил, и вообще хорошо. Короче, хотелось бы в гамаке в такое время переночевать. Ох, ничего себе, я тут зарылась в снег колено. С Баиром мы уже знакомы несколько месяцев. Он ходил со мной в коммерческий поход в Ергаке. Вот. И он, видимо, впечатлился или ему понравилось со мной ходить в поход, решил меня позвать в гости к себе в Питер. Ку-ку. А я на коленях Иногда, проползла. иногда на 4 конечностях ползаем. Мы правильно идем? Да, правильно. Вот так я тропу указываю. Лосик нас заводит вдруг куда-нибудь к себе в гости. Лосик? Нет. Все нормально. Ну, сейчас вот снегом все засыпано. Сложно. Сложно найти тропу зрительно. Вот опять много следов лосиных. Прям крупные такие, сейчас покажу. Вот. Вот, все, и мы стоптаны. Это лоси. Даже он не один видно был. Вот тоже. Густой лес здесь. Вот сейчас на данный момент, где мы идем, прям очень густой лес.
Хочется снимать и снимать. Ух ты! Тут тропа чья-то, ну, в смысле, звериная. Какого-то мелкого зверья. Прямо она такая четко, видно, что постоянно пользуется. Мелкие следы. Так, чьи же это следы-то? Это похоже на соболя, что ли? Точно. Походу соболя. Ничего себе, у него тут тропа. Прям тропа. Она вот такая узенькая на одну ногу. Ну вот как раз следики. Похоже, что соболя. Но, возможно, я ошибаюсь. Плохо понятно. Не совсем понятно. А мы тоже по такой еле-еле узкой тропочке идем. Непонятно, то ли лоси ее протоптали, то ли люди когда-то. Но тут уже очень давно люди не ходили и еще долго не будут ходить, потому что тропа закрыта. Поэтому непонятно, ну откуда вот это появилось. То ли животные протоптали, то ли все-таки кто-то ходил. Но это, если и ходили, уже было давненько, потому что довольно хорошо снегом присыпало. А местами прям сильно засыпало, что даже не видно, где идти. Ох, как же тут классно. Хочется подольше гулять, но нам уже скоро надо назад идти. Иначе мы на электричку опоздаем. Короче, мы решили, что там либо соболь был, либо куница. Но точно не лиса, потому что лиса она петляет, а тут прям четкая такая натоптанная тропа. В общем, будем по узкой сейчас тропе идем. Тут так классно, вообще такой лес густой, прям кажется, что дикий прям. Выдают только на тропе распилы на деревьях иногда попадаются. Кстати, сегодня канун Рождества. А у нас такая рождественская классная прогулка. И изначально я хотела, когда с ночевкой, гирлянды брала, думала, мы там нарядим елочку. Ну, у меня такие планы были. Ну, придется без гирлянд, но тоже красота рождественская. Даже еще лучше. Ух ты, ничего тут спуск. Классно. Красиво очень. Ух. Ничего себе сувель. Просто громадный. Вообще, еще снег на него так упал шапочкой. Как будто вот эта морда, а это эти волосы кудрявые, белые. На сувеле. Громадный сувель вообще. Вот, отсюда, наверное, видно. Он почти дерево обхватил. Обалдеть. Какой большой. Рождественская сказка в лесу. Не зря мы под Рождество пошли погулять по лесу, по такому классному. Маршрут прям то, что надо. Подошли к речке, к небольшой. Как называется, не знаете? На карте, короче, нет названия у нее. Ой, она реально такая вонючая, если честно. От нее так воняет. Какой-то тухлятина воняет. Может, лось здесь сдох. И тут такой вот небольшой мостик, засыпанный снегом. И, короче, непонятно тут вообще как переходить. Можно провалиться. Мы дальше и не пойдем. Красивая речушечка такая, но очень вонючая. И вон там видно, лед такой на ней лежит красивый.
Обожаю, когда зима такие узоры делает. Такие тут у ручейка красивые грозди снежные. Просто обалдеть. Все, вот такой у нас небольшой маршрут. А сколько у нас примерно километров получилось сейчас в одну сторону? 4,5 километра. Ну вот, в одну сторону 4,5, получается, в две стороны всего лишь 9 километров. Короче, такой вот небольшой маршрут, но очень-очень красивый. Рождественский, снежный. Холодно, замерзать мы начали, ноги замерзают, руки замерзают. Снимать вообще тяжело в такую погоду. Хорошо, хоть ветра нет. Сейчас мы там на обратном пути где-нибудь еще чайку попьем, потому что мы не перекусывали. Утром быстренько-быстренько легко позавтракали, потому что мы сегодня мега рано встали, потому что добираться до сюда на электричке 3 часа. Пришлось на самую первую электричку. Еще 6 утра не было. Я встала, а из дома вышла в 6:30 вышла из дома. Так вот рано. Сейчас нам еще обратно пока дойдем. И 3 часа на электричке снова ехать. Вот так вот далеко находится этот маршрут. Сейчас найдем местечко, где чайку попить. Согреться. Я уже реально замерзла. Вот мы, значит, присели на пенек, да? Есть пирожок. Мы решили тут чайку попить. Тут классное прям бревно, прям на тропе. Вот его надо перешагивать и дальше идти. Мы его почистили. И решили тут чаек попить. У меня руки вообще реально очень замерзли. Не знаю, как я сейчас буду чай пить. Ничего себе, пирожок. Это один? Не, 2. Вот такой пирожок у нас. Вот так-то он правильно называется, беляш? Нет, беляш это обычно с мясом. Да. Вот беляш вегетарианский, с картошкой. У меня, кстати, есть грелки самогревы, но чтобы запихать в ботинок, это надо полностью все расстегивать, снимать. Я как представила, думаю, не. А, тут еще какая-то липучка. А, ее прилепить можно, короче. Она должна начать греть. Я ее сейчас за пазуху запихаю. И... Ну, я ее в карман сейчас положу. Она там приклеится. Посмотрим, испытаем, будет ли она реально греть. Все. Сначала чай, да? Да. Чай. У нас с Алиной раздельный чай. Хотя я... Не, давайте, вы же хотели Ну, мой. давайте. Давай вашу кружку налью вам. Сейчас я варежку надену, а то мне это руки замерзнут. В такой мороз, наверное, только мы ходим. Хотя нет, сегодня теплее все-таки. А вот в который мы до этого ходили, да, Боит? Это вообще было. Там точно никто не ходит. Да, я вот травы собираю, и всегда у меня в походе свой чай травяной. Там что только нет. Природный энергетик. Сейчас как выпьем чаю и штырит нас. Раньше До полчаса времени. добежим, да? Ну, а потом будем там плясать, электричку ждать. Меня уже потряхивает реально от холода. О, как снег дерево облепил красиво. Как вот так интересно нарастает такими наростами. Украшая деревья. Мы уже идем назад, чай попили. И держим путь назад. Холодно, замерзли, пока чай пили. Вообще
вообще руки отдубели, ноги тоже. Но сейчас мы быстро идем, согреваемся. Меня еще эта грелка греет. Она, конечно, не мега горячая, но теплая такая, греет. То есть стоит, наверное, все-таки иногда такие грелочки брать. Можно спастись, согреться. То я такая мерзлявая, капец просто. Шарик. Гриб на ножке. Снежный гриб на ножке. Не, сегодня, конечно, такая красота вообще. Я все иду, любуюсь, хочется снимать. Но боюсь, что однообразно будет. Такая красотища. Вон какие арки снежные. Пушистые. Такие снежные шапки. Поэзия такая. Тут вообще прям горы снега. Обалдеть, это ж надо, как деревья засыпало, а? Снегом. Красотища такая. Еще одну скалу проходим. Туда шли. Что-то я ее как-то не засняла. Она на самом деле такая большая, значит, туда идет. Мы смотрели, думали где-нибудь к ней подойти, но нет, там слишком снега много. Провалимся глубоко. Красивое местечко. Просто я тут решила под елочку залезть, как Снегурочка. Или новогодний подарок. Рождественский. Ку-ку. Здравствуйте. О, здесь, короче, можно бушкрафт темой заниматься. Домик такой, можно в снегу спать, например. Все. Баир, вы идите, я тут это повыживаю.
Все, остаемся здесь. Вот, кстати, видно лед на ветках. То есть понятно, что до этого была оттепель, все таяло. А как Алина приехала, прилетела, начались морозы. Снега навалило много. Вон ледяные ветки прям со льдом. Уже приближаемся к карьеру, ну, по крайней мере, по звуку сильно прям слышно. Там работы карьерные. Чья-то голова на пень надета. Или из-под снега выглядывает. Прям нос такой огромный. Прическа. Губа даже торчит немножко. Блюдет за порядком тут, за местным. У Алины возникло желание поплавать в снегу. Кстати, тут бревно, нифига тут его не видно даже. Где оно? Нифига я провалилась. Тут его вообще нет, походу. Блин. Все, сейчас я поплыву. Блин, у меня аж в рот снег попал. Давно мечтала так в снегу покупаться, поваляться. Класс, я аж согрелась. Фу. Все. И виды красивые. Котик мой бедный там. О, все, я встала. Класс, я довольна. Блин, я снег в лицо. Как одеялком укрылась, классно. Ну, слушайте, так реально можно выживать. У меня снег на лице. Все, вот так вот укрыться снегом, и реально теплее. Вот, все. Я сейчас не встану. Так, главное ангела не попортить.
А, я это, голову-то оставила. Нет, я голову с собой забрала. Нет, я попортила ангела. Да, все равно такой себе ангел. С меня никакой ангел, короче. Не получится с меня ангела. Только ворона. Паровоз на меня летит какой-то. Так я хотела сбить. Мне надо было прыгнуть в сторону для камеры, да? Поплыли! Превозмогаем, как можем! Догоняйте, боишь! Что вы там остаете-то? Не, я поторопил, что ползу. Не, по тропе все-таки лучше идти. Ну, конечно. Превозмогать так. Все, идем дальше спокойно. Спокойно, да, без всяких приключений. Превозмоганий и прочих мишеней. Мы уже заканчиваем свой маршрут. Нам уже немного осталось до станции. Километра 2 примерно. Вот. Вот такой немножко небольшой походик я поснимала. Однодневный, но очень интересный рождественский поход. Красивый, снежный, сказочный. Подписывайтесь на мои каналы, на Бусти, на Дзен, группу ВК. Все ссылки ниже в описании под этим фильмом. Спасибо всем, кто поддерживает меня. За донаты всем спасибо. Всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Всем пока-пока. Дошли до рельс. И вот что тут. Короче, вагонов много стоит. А мы же по рельсам сюда-то шли. И сейчас вот мы превозмогаем, короче. Вот так вот. Чуть ли не по колено. До кого? Почти по колено снегу идем. И идти нам еще, судя по вагонам, ой-ой-ой. И нигде не обойдешь. А тут снег уже такой слежавшийся, тяжело идти. Вот такие неожиданные нам превозмогания. Подкинулись случайно. Главное, чтобы эти вагоны не до самой станции тянулись. А то капец. Тут умрем. Пропить столько.
Интересно, вот там вот вагоны заканчиваются, или мне кажется, или там поворот еще. Ёшкин кот. Да, под конец у нас тут хлеще еще превозмогание, чем за сегодняшний вообще день вместе взятый. Нас такой твердый, то вроде вылезешь на него, то провалишься чуть ли не по бедра по самое. Уже сумерки, скоро стемнеет, а мы тут тащимся вдоль вагонов. Нам еще потом там... Сколько нам еще там примерно потом идти? Что? Сколько нам примерно потом еще идти? Ну, когда Километр где-то. Километр. Блин. Просто вот так проваливаешься. Вот так. Хорошо, что тут есть за что подержаться, чтобы вытащить себя из снега. Короче, у нас веселое окончание маршрута. Прыгаем, можно сказать, как эти болванчики по этому снегу. Надеюсь, скоро закончатся эти вагоны. Свобода. Мы вышли. Фух. Ох, как хорошо-то. Такая красивая дорога. Вон деревья подсвечены уже закатным солнцем. Красота. Ой, они какие солнышком подсвеченные вечерним. Все уже. Закаты, сумерки. О, хорошо, что мы наконец вышли. Мы вас сделали. Ау! Вы где? Идем за мной. Догоняйте. Что там жить останетесь?
Приветули. Камеру забыли. Камеру надо забрать. Ё-моё. Здравствуй, камера. Я тебя забыла.